Ребятишки, привет! Сегодня я хочу показать вам, как я готовлю баранье бедро. У меня бедрышко вот такое, оно было без кости или без кости. Значит, обрезать я ничего не буду. Если мне что-то не понравится после приготовления, я могу всегда снять этот лишний жир. Обязательно нужно посмотреть бедро на наличие лимфоузлов. Я не уверен, что у меня здесь есть, но на всякий случай посмотреть. Выглядят они такие, знаете, сероватенькие. У меня, к счастью, все чистенькое. Никаких лимфоузлов вырезать не нужно. Теперь давайте мы бедро присолим. Присаливаем его круто. Не в смысле, а нормально посолить. И на полчасика мы оставим его, чтобы соль немного впиталась. Не бойтесь, там кто-то вам рассказывает: ой, высохнет там мясо, блин, вытянет все соки, сухое будет, как резиновая подошва. Ни хера этого не будет, все будет нормально. Ну и теперь, чтобы бедро у меня выглядело презентабельно, я ему придам форму при помощи кухонной нити. Здесь тоже ничего сложного нет. Возможно, кому-то будет полезно, как это делается. Я возьму еще один узелок, перетяну, пальцем зажму. Все готово. Далее, вот обратите внимание, как нужно вязать. Руку просто выворачиваете, вот она у вас прямо стоит, вы ее просто выворачиваете. Кладете на ладонь. На ладонь поклали, и теперь вы делаете петлю. Просто руку переворачиваете, опять ставите в то же самое нормальное положение. Вот у вас образовалась петля. Эту петлю вы накидываете. Немного сдвигаете и подтягиваете. Все, опять руку ровно, поворачиваем, переворачиваем, образуется петля. Накидываем. Еще раз. Далее переворачиваем. И все эти петли фиксируем. Продеваем под. Продеваем под. Еще раз. Еще раз. И здесь обыкновенный узел, какой вы умеете делать. Так, тут я еще разочек сделаю еще петелечку. Просто, чтобы не разошлось. Все, и мясо оставляем буквально на полчасика, чтобы соль немного начала работать. Никакими специями на данном этапе мы не обрабатываем, потому что мы будем сейчас это бедро обжаривать на сильном огне. И нам совершенно не нужно, чтобы специи горели. Они не должны гореть, они должны дать свой аромат. А аромат они отдадут тогда, когда бедро будет в духовке. Теперь я подготавливаю овощи для соуса. Конечно, нормальный сельдерей, а не черешковый, было бы лучше, но за неимением пользуемся тем, что есть. И нарезаем вот на такие вот фрагменты. Как говорят в поварском мире, примерно как грецкий орех. Овощи я помыл. Я их не буду чистить, но я их помыл. Вот так вот примерно. Перед жаркой мяса обязательно его еще раз обсушиваем, чтобы просто не пошли брызги по всей кухне и вас не обожгло горячим жиром. И обжариваем. Как я уже сказал, без всяких специй. Обжариваю со всех сторон. Бедро я обжарил со всех сторон, и теперь я его помещаю в мешок, так называемый братшлаух. Закрываю с одной стороны и с другой стороны. И излишнее все отрезаю. И теперь вот этого красавца, пока без специй, без ничего, я отправляю в духовку вверх-вниз с обдумом на 1 час 180 градусов. В той же сковороде, что я обжаривала с мяса, в том же самом жиру я обжариваю овощи, карамелизую. Жир у вас будет лететь, несмотря на вытяжку, по всей кухне. Имейте в виду, это в принципе нормальный процесс. Но это нам не помешает немного за собой прибирать. Как только овощи начали карамелизоваться, добавляю немного томатной пасты. Обжариваю и слегка деглассирую вином. Слегка, чуть-чуть. Тем самым вот эта вся прижарка, которая будет сейчас образовываться, при помощи добавления вина небольшими порциями, я ее буду снимать. Это нам придаст в дальнейшем цвет и вкус. Главное не сжечь, иначе у вас вместо вкуса будет только горечь. Так, процесс вы поняли, я отсюда убираюсь. Ну вот, ребятишечки, вот у нас основа для соуса есть.
Смою немножко, чтобы ничего не пропало. Это все выпарится, не переживайте. Вкуса алкоголя не будет. Кому вино не подходит, тот делает без вина. И вот сюда вот мы отправляем теперь тимьян, росмарин в разумных пределах, чесночок. Все, пока мясо готовится, можно немного расслабиться. Увидимся через час. Ну вот, 1,5 часа прошло. Теперь мы нашего барашка откириваем. Кухонную нить уже можно срезать, она уже нам не нужна. Мясо держит форму. Ну и теперь я работаю щупом. Тыкаю и на 76 градусов, пока не прозвонит. Температура 160 градусов, вверх-вниз с обдувом. Не пожалейте денег, купите себе термометр и работайте, нет проблем. Так, картошечку. Так, ребятишечки, ну вот, наша баранинка готова, точнее моя. Значит, я сейчас с ней делать ничего не буду. Отправляю ее в тарелку, пускай она остывает. Соус. Теперь главное сделать соус. Все вот это вот безобразие, причем приятное безобразие, отправляю через сито. Теперь нашему будущему соусу нужно остыть. Мне нужно вот этот весь жир, который плавает сверху, чтобы он у меня остыл, чтобы я его снял. И далее я буду работать с соусом. А так, если вы соус делать не хотите, мясо у вас готово, нарезаете его на шайбы и едите. А знаете что? Я ведь забыл его посыпать специями. Но это ничего страшного. Это мелочь в жизни. Сейчас я сделаю проще. Я сейчас его посыплю специей каджун и накрою его пленкой. И он, пока горячий, он пропитается весь специями. Но я не откажу себе в удовольствии отрезать парочку шайбочек. Сразу буду резать пополам. Сразу буду показывать, что мясо полностью приготовилось. Вот как-то так. Так, остатки мяса убираю. Накириваю. И завтра мы к этому мясу приготовим гратинированный картофель, так называемый картофель-гратан и рататуй. Так что до завтра. Так, ребятишки, ну вот я вернулся с работы. И теперь вернемся, так сказать, к нашим баранам. То есть мы вернемся к нашему соусу. Весь этот жир, который остался, он нам как таковой не нужен. Пропускаю его через сито и без раздумья от него избавляюсь. Теперь у него уже очень хороший интенсивный вкус. Осталось выправить немножко на соль, на перец. Возможно добавить немного лимонной кислоты. Вот возьмите себе на заметку. Если соус у вас не совсем такой вкусный, то есть вот нет вот этой, знаете, как округлости во рту, когда вы его пробуете, значит чего-то не хватает. Чем можно его восполнить? Можно вмонтировать туда холодное сливочное масло. Это можно сделать сразу. Сразу вкус будет насыщенный. Можно добавить небольшую капельку лимонного сока. И можно добавить также коньячку. И соус у вас будет. Я отправляюсь к плите, вскипячу, загущу и посмотрим, нужно ли будет добавить еще что-нибудь. Мой соус уже закипел. Я добавил буквально чуть-чуть сахару, чуть-чуть коньячку и добавил так называемый цукакулюа. Ну, это не что иное, как просто краситель. Это жженый сахар с аммиаком. Но в Германии его можно купить в магазине Реве, например. Развел немного крахмала холодной водичкой и загущаю соус. Да, этот жженый сахар, его не обязательно добавлять. Просто во многих кухнях его добавляют именно для придания соусу хорошего цвета. Не более того. Никаких вкусовых изменений он в соус не внесет. Но если, конечно, его только в ненормированных количествах добавить, только тогда, а так нет. Так, дам крахмалу обязательно провариться минутки 2. Добавлю я еще чуть-чуть сахара. Еще немного. Все, соус готов. Идем на свет. Ну, давайте я покажу его вам на свету, как он примерно выглядит. Вот за счет окраса он стал вот такой вот бархатистый. Соус получился отменный, очень вкусный. И, как вы видите, без всяких консервантов. С соусом закончили. Теперь, что я делаю с бараниной, которую приготовил? Я ее просто-напросто порционирую. По 130 грамм готового продукта. Примерно на глаз режем против волокон. То есть не вот так, а именно вот так. Кидаю на весы, чтобы я не рассказывал вам сказки. 133 грамма. То есть это моя порция, которой мне хватает. И также на работе я точно так же рассчитываю по 130 грамм готового продукта на человека. Пищевую пленочку заворачиваю, подрезаю. Обязательно подписываю, что это, и отправляю в морозильную камеру. Все, ребятишки, с барашком разобрались. С соусом
разобрались. Картофель по-французски и рататуй к этому блюду тоже будут у меня отдельно на канале. Всем хорошего настроения.